Друзья, всем привет! Сегодня хочу поговорить о возможностях рулетки и дать пару советов по ее использованию. Возможно, кто-то не найдет тут ничего нового, а кто-то возьмет себе что-то на заметку. В любом случае, все давно уже придумано, нам нужно лишь только при возможности дополнять уже придуманное. Для демонстрации в сегодняшнем видео будет две вот такие 5-метровые рулетки. Одна дешевая рублей за 300, а другая подороже, стоит в районе 1000 рублей. Отличаются они не сильно, но в мелочах все-таки отличаются. Что мне нравится в дешевой, это то, что при вытягивании ленты она автоматически стопится, и для сматывания нужно нажать кнопку. Не знаю почему, но мне так нравится больше. А так полотно ленты сгибается хорошо, но на обратной стороне уже слетела краска. Еще на корпусе дешевой рулетки имеется вот такая пометка. Она означает то, что корпус рулетки размером 70 мм. Это удобно в определенных ситуациях. На более дорогой же на корпусе нет его размеров. Лента автоматически не стопится, но качество ленты лучше, чем в дешевой, и шкала нанесена на обоих сторонах. Плюс нет никаких следов облупливания краски на ленте, хотя рулетка примерно столько же в эксплуатации. На зацепах рулеток есть небольшой люфт. Как на дорогой, так и на дешевый. Многие знают, что это не брак, а кто не знает, почему так, попробую объяснить. Для наглядности возьму доску с прикрученной планочкой и, зацепившись за край, отмерю 10 см. Отметки, кстати, делать лучше вот такой галочкой или точкой, так как линию можно начертить криво и потом непонятно, какой край черты верный. А вот, например, сделать нужно замер от стенки. Для этого нужно зацеп упереть в эту стенку, и свободным люфтом как раз таки компенсируется толщина самого зацепа, что позволит делать замер более точным. Следующая полезная фишка подойдет в моем случае для более дорогой рулетки, так как на зацепе есть вот такая прорезь, которая нужна, например, для случаев, когда для замера нет рядом напарника. Тогда, вкрутив какой-то шуруп, можно за него зацепиться, и рулетка никуда не слетит. Для этих же целей подходит и отверстие в полотне рулетки. Через это отверстие можно легко зафиксировать рулетку, например, кнопкой или гвоздиком, и она уже никуда не денется. Если такое отверстие в вашей рулетке нет, то просто сделайте его и пользуйтесь. При замере в углах мы обычно делаем загиб. Можно делать и так, но сложновато определить размер до миллиметра, так как рулетку лучше не сгибать в прямой угол. Для решения этого вопроса как раз таки используется корпус рулетки, который надо упереть в угол и уже от него производить замер, добавив к показаниям длину корпуса, в моем случае 70 мм. Следующий лайфхак с рулеткой пригодится, если, например, надо разделить что-то на несколько равных частей. Например, замерив ширину вот этой дощечки, мы получили 203 мм. Результат, чтобы не забыть, можно записать прямо на рулетку. Предварительно наклеив на нее малярную ленту, получим быстрый блокнот под рукой, и размеры никуда не денутся. Так вот, попробуем разделить доску на 3 части. Для этого надо подтянуть рулетку в сторону до размера кратного тому, на сколько частей надо поделить. Я для наглядности взял 30 см, то есть поделив на 3, получим 2 точки на 10 и на 20 см, которые поделят нашу доску на 3 части. Ну а так, конечно же, можно было взять 21 см и, поделив его на 3, получить 3 отрезка по 7 см. А что если поделить на 5? Ближайшее число, которое больше размера доски в 20,3 см и кратное 5, это 25. Берем его и ставим точки каждые 5 см. Получим 5 равных отрезков.
Еще бывают случаи, когда нужно замерить что-то длиннее вашей рулетки, а рисовать или чертить на этой поверхности нельзя. Тогда к нам на помощь снова приходит малярная лента, на которой рисуем место, где рулетка закончилась, и записываем его, а потом замеряем остальное с обратной стороны. Записываем и складываем. Получаем результат. Малярную ленту потом отклеиваем и приклеиваем, например, записную книжку. И таким образом едем в магазин за материалами. Также зацеп рулетки отлично подойдет для быстрой разметки, если под рукой не оказалось карандаша. Просто берем нужный размер и прижимая ведем вдоль заготовки. Получится своеобразный рейсмус. Друзья, вот такой болтливый ролик сегодня получился. Кому понравились советы, поставьте лайк и напишите в комментариях, что не знали. Мне интересно. Все это я не придумал, нашел в интернете и ретранслировал на свой лад, в надежде, что это кому-то может принести пользу. Так как сам я далеко не мастер, я только учусь. Учусь, получается, вместе с вами. Если не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.